Угу. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Артема. Артем. 1, 2, 3. Так, я вижу, он выглядит, энергосфера вытянута вверх. Вот так, он такой высокий в эфирном пространстве. И я вижу, он вот так отсюда, как будто там стол есть, что-то берет, какие-то такие, как линзы, посмотрит, перекладывает в сектор магии, посмотрит, перекладывает в сектор магии. Линзы такого цвета, то они черные, то какие-то как слюда, то есть это программы какие-то. Так, Угу. есть какое-то у него кто-то в секторе магии, и идет подключка вот в сектор принесения в жертву. Угу. Так, Виктория. Давай считай эфирное ДНК. Артем ли это? Да, это Артем, Угу. но он находится в нижних пространствах, темных, Угу. как будто бы под землей, как в коробке какой-то. Угу. Хорошо. Передай ему, что его мама хочет, чтобы мы с ним потрудились для него, с ним и для него. Спроси у него разрешения, можно ли с ним потрудиться. Он говорит, я согласен, потом поднимается вот так вверх, Угу. как на лифте. Да, как в коробке, как в лифте. Лифт становится, ну, в светлое пространство, говорит, я разрешаю. Угу. И я вижу, что у него вот правая рука, что-то у него с правой рукой. Она как-то у него вот так крутится, как на шарнирах. Угу. И снова он много говорит, что он разрешает поработать. Хорошо. Так, Виктория, с чего нам начать? Сейчас он достает в секторе принятия решений какое-то событие, оно связано с сектором магии и сектором интерферента. Угу. Да, хорошо. Кто в секторе магии? Приказываю проявиться согласно физическому ДНК. Так, я вижу, там кто-то магичит, Угу. копает, как будто бы как-то темно, копает. И свечка, Угу. я слышу лунный свет, лунная дорожка какая-то. То есть как-то на лунную дорожку колдует. Угу. Так, приказываю этому, кто копает, проявиться в соответствии с его эфирным ДНК. С эфирным ДНК получается как будто какая-то каракатица, Угу. которая потом то, что выкопала, что-то там наколдовала, и как паук такой села на это. Угу. Так, А это... физически я вижу, что оно так и звучит. Бывшая женщина. Она выглядит в таких черных сапогах по колено, и на голове платочек, красный горошек. Колдует. Угу. Ну, звучит это имя, которое говорила Елена. А звучит вот так, когда я считываю, что это бывшая девушка. Оно таки сразу проявляется. Так, ей приказываю отвечать, кто она такая. То есть ответит ее истинное имя.
вижу, как она ответила вот так: «Каракатица». Мгм. И вот так зашторила черную шторку. Я ее закрываю, приказываю ей отвечать. Она нарушила границы Артема. Мгм. Там в этом ее пространстве, где она это делает, там находится такая луна, такой кружочек. Мгм. А, считывается гипноз. От этой луны идет вот к этому предмету, который она там что-то делает, откапывает. Но это в эфирном пространстве откапывает. Может, она не М. копала, может, она что-то другое делала, но это выглядит, как будто бы из-под земли доставала вот эти энергии этого духа. Мгм. Так, приказываю отвечать, что она делает в пространстве Артема. Она говорит, что она его усыпляет. Я вижу, она как будто бы ему что-то дала в рот, черное вот это, где она как будто яйцо снесла. Вот села, как вот такое что-то, и как будто бы курица снесла яйцо. Вот там, где она вот это копала. Мгм. Потом это она как будто дала в рот. И после этого он вот так отвернулся, и его эфирная часть какая-то уходит, как будто сонный такой. Считывается сонный паралич. И он уходит в сектор интерферента. Даже несколько вот как-то такими рывками. Как будто бы несколько его повторений. Мгм. Так, подписывает он контракт во время этого, когда она его кормит этим яйцом, на что Артем согласился. Ну вот это снова я слышу усыпить. Мгм. Усыпить бдительность, отречься от себя. Сейчас я посмотрю, где подключки. Мгм. Вижу, что подключка у него идет от сексуальной чакры, идет отток энергии в сектор интерферента. Мгм. Мгм. Спроси у Артема, видит ли он это событие, что произошло во время этого кормления этой ведьме. Видит он воздействие? Покажи ему. Сейчас он буквально выпучил глаза, а у него в глазах гипноз. Мгм. Вот такие, как два шары. Я его спрашиваю, кому принадлежат эти программы. Мгм. И я вижу, он вот так это снимает, отдает сектор интерферентов. Я там как задрожала какая-то энергия, я как бы притушила, пусть подождем. Мгм. Это и в сердечной чакре у него проявляется такой красный, как какая-то штука красная, как пластинка. Она тоже к этой Елене тянется. Мгм. Вот. Я его спрашиваю, нужно ли ему это, видит ли он, что в его пространство вторглись, и хочет Мгм. ли он это отменить, его решение. Я вижу, что он вот так как будто бы ломает что-то, то есть ему тяжело это. Я ему передаю, что он, его рациональная часть хочет отказаться от любых привязок, и эта ведьма вторглась в его пространство, и он может сделать с ней все, что хочет, пусть приказывает. Убирать. Мгм. Я ей тоже приказываю убирать все Приказываю. Мгм. воздействие, всю магию. И я вижу, как эта подключка от него вот так, как будто бы оторвалась, и целое пространство ушло. Я ему передаю, что он может наполнить все его пространство светом, гармонией, чистотой, убрать все привязки, подключки к любым людям, подниматься вверх. Он это делает и поднимается вверх. Так,
Отлично. Я передаю, чтобы он почистил все его пространство и отправил все эти манипуляции от этой женщины в портал на утилизацию. Мгм. Чужеродное пусть аннигиляцию все отправляет со своего пространства, закрывает порталы, поднимается вверх. Я вижу, что он это сделал, поднялся еще выше, и Мгм. сейчас идет вот так, как будто по ступенькам в сектор будущего, в сектор миссии. А за ним такой шлейф тянется. А Мгм. сейчас можно интерферентов всех. Хорошо. Приказываю всем интерферентам проявиться согласно ихним эфирным ДНК и встать по старшинству. Так, сейчас я вижу, он поворачивается, у него энергосфера как мяч, упругая стала и правильной. Мгм. И он вот так повернулся и показывает, вот где позвоночник, только не по его телу, а по его энергосфере. Как, как будто такой, ну, как это сказать, у динозавров сзади такой хребет с такими выступами. Мгм. И такой хвост тянется. А, Вижу, слышу в секторе магии крик рождения. Мгм. Я Да, вижу, вот посмотрим. я смотрю, и он смотрит, я как будто бы возле него. И он смотрит с опаской, что он видит, что эти люди делают. Их четверо там, по-моему, ну, с этой стороны, и с этой стороны. И они его выдавливают. Он Мгм. хватается за шею. Вот. И я вижу, как будто у него отсюда энергия как-то продавилась вот сюда. Сместилась, да? Сейчас я посмотрю. Мгм. А, да, а, там вот оно как-то, вот Позвоночник. зрительный центр, он вот здесь находится, а это прямо где основание черепа вот так сместилось вниз. Мгм. Так. Там какой-то отросток, вот черная как игла. М, Мгм. Буквально как компрессия получилась. Вот оно так прямо звучит, вот тух-тух-тух, вот так сдвигается. Мгм. Так, подписывает он контракт в Да этот какой момент. контракт? Подожди. Мгм. В секторе магии находится Лидия, мама. Сейчас, одну секундочку. Ага. Сейчас. Она считывается. Вот оно что. Предыдущие события я вижу. Прокалывают ей этот пузырь. Мгм. Эта ситуация находится у него в пространстве, в секторе магии. То есть стоит мама, и как вот эта Елена, как будто бы курица была, которая снесла яйцо. Это так сработали эти же программы, проявились на физике, но уже в другом времени. Это то, что он показывал вот так на часы. Вот. И я обращаюсь сейчас К Лидии. к Лидии, а оно идет как к Елене, то есть наложились эти программы одна на другую. То есть Лидины программы были, а это Мгм. как магнит притянуло такую же женщину, которая уже как бы проявила на физике эти программы. Так, и я ей зачитываю и говорю, что Лидия отменяет эту ситуацию. Я вижу, как она стучится к своему сыну. Я вижу, Мгм. как она эту иголку забирает.
Я ему передаю, что его мама любит его и рождает его в его времени. Я вижу, Мгм. как она поднимается вверх, беременная, и поднимается радостная, и вот так эти подключки убирает от сына, как иголки вот так убирает. И я Мгм. передаю ему, что его мама отменила это решение и родила его свободно, легко, в его время, абсолютно чистым и свободным. Мгм. Сейчас вижу, идет со стороны интерферента вот этот удар, Мгм. что он ее ударил. Я спрашиваю, хочет ли он отменить эту ситуацию. Вижу, что в секторе магии тоже Лидия в то время находилась. Она на эту программу считывается бабский террор. В ней работала эта программа. Я вижу, как она... То есть он же хоть и маленький, но он мужчина. То есть она не проявляла к нему должного внимания и должного Положение. уважения. Мгм. Я вижу, слышу, как она буквально как разбилась, вот эта программа, и она говорит: "Каюсь". Мгм. И я вижу, она, с этой ситуации, где она лежала там, как притворялась, она встает и берет его на руки, и они вместе поднимаются в сектор будущего и выходят с этой ситуации. Хорошо. И я передаю, чтобы они в том времени очистили все их пространство от любых притязаний антимира. Мгм. У них энергосфера вот так вот сияет. Лидия, он же маленький еще, он Мгм. внутри ее пространства. Виктор, давай еще посмотрим. Лидии переливали кровь. Подожди, подожди. Мгм. Одну Жду. секундочку, я должна Мгм. посмотреть. Посмотри. Вот они поднимаются вверх. Сейчас мы Мгм. это посмотрим. Хорошо. Закрепились они в пространстве. Сейчас я вижу, как в нем такая программа. В Артеме программа, которая вот так перемещается. Он так почернел. Нет, не он, а программа. Он так смотрит, а она как-то вот так скукожилась и переместилась вот в правую сторону. Так, что это за программа? Как она считывается? Уходит в сектор интерферента. И я вижу, как у него к правой ноге его личный контракт. Мгм. Так, давай посмотрим, что это за контракт. Так, я вижу, что он буквально как тянется в верхнее пространство, к своему высшему я. Мгм. И я вижу, что это происходит так. Его высшее я стоит в секторе миссии с книгой, пишет. А он вот так протянулся и находится в таком, как в пузыре, в таком шаре, и вот так подплывает спиной к этому, к своему высшему я. И на спине, вот так как позвоночник, вот такие кнопки черные. Мгм. Буквально вот эти как бугорочки позвоночника, вот там такие как шайбы черные. Да. Мгм. Я вижу, что это внутриутробно. Он находится внутриутробно, как считывается зародыш. Так, а сейчас можно интерферентов всех звать. Мгм.
Это При- импланты у него по спине. Приказывай всем интерферентам проявиться в соответствии с их эфирным ДНК, стать по старшинству. Так, появляется как спрут огромный. И я вижу, как он энергии, вот как украли ребенка и убежал. Мгм. Дальше. Дальше стоит какое-то существо. Сейчас я считаю его. Стояло большое, с такой головой, как у гориллы. Когда я начала его просматривать, оно уменьшилось. Ам, Мгм. Малюсенькая рептилия вот такая. Он так вот уменьшился. И я вижу, Артём протирает глаза, а у него на глазах такие шары. Импланты, Мгм. как гипноз. Так, дальше. То есть спрут. Я вижу, как от этого спрута вот много-много таких, лап, щупальцы. И он вот буквально как будто, к его пространству и вот так через пупок внутрь. Я, м, приказываю им убрать, давление Здесь. Мгм. на него, потому что Артём решил освободиться. Мгм. И дальше. Так, это рептилия с хвостом, рептилоид. Какая-то голова у него странная. Голова у него, а, как лягушка, как что-то такое непонятное с каким-то наростом. Вот так вот. Какой-то урод. Мгм. Понятно, генетическая какая-то смесь. Да, Так, что тут рептилия, ещё? кто еще там есть? Дальше внизу какая-то металлическая пластина. На этой металлической пластине какие-то биороботы. Двоих вижу, в скафандрах и в таких вот шлемах. В невесомости на какой-то пластине, как будто бы прыгают, а, в невесомости. От них тянется в сектор магии подключка. Мгм. Так, давай посмотрим, кто в секторе магии находится. Приказываю проявиться в соответствии с физическим ДНК. Там какой-то карлик, с такой шляпой длинной. Вот так шляпу снимает. И у него появляется такая на голове, как, лампочка, шишка такая, светится изнутри. Так, что это за лампочка, Виктория? Что там за энергия? Считывается как мозговой центр, искусственный интеллект. Мгм. Так, Так, кто этот карлик? Я ему приказываю отвечать, кто он такой. я слышу маг, шептун. Он Мгм. что-то шепчет там. Вижу в секторе интерферентов от этого мага. Он энергии, как у Ильи у него. Мгм. Вижу из какого-то воплощения Артема такая ситуация. У этого шептуна такие, как гетры, полосочку черные, белые. И Мгм. вижу в колыбельке, вот в секторе интерферентов, в колыбельке ребенок. Так, кто это ребенок, А, Виктория? Артем показывает, что это он. И он Мгм. вот так скрюченный, и на спинке вот эти такие как платформы. Вот оно что, вот эти шайбочки, это вот эти и есть платформы, по которым вот прыгают вот эти
В а, се- скафандрах. Мгм. серые, да. То есть Мгм. это связь с теми мирами идет через физическое воплощенное тело. Так, а ниже я приказываю всем интерферентам проявиться. Приказываю всем интерферентам проявиться. Попадаю в какое-то пространство. Какое-то оно как стеклянное, как будто слюда. Вот такое потресканное. Так. Мгм. Так, сейчас Так я что отсоединюсь, чуть-чуть повыше поднимусь. Что это за пространство? мгм. Отсоединись, Считывается поднимись. пространство гипнотическое пространство, эгрегор какой-то, гипноза, но Артём как будто его энергосистема, вот какая-то энергетическая, находится в центре, в этой, где этот ребеночек. Мгм. И от этой ситуации идет вниз огромная труба черная, портал. Там слышу демиург. Мгм. Так, приказываю Демиургу проявиться в соответствии с его эфирным ДНК. Он выглядит как сначала был огромный, большой, потом уменьшился. И выглядит как ноги вот так в растопырку, его ДНК, руки как-то тоже как робот, и голова вот так туда-сюда, как часы туда-сюда. Мгм. Вот. От Так, него тоже вниз идет еще. Еще мгм. одно пространство. Так, кто хозяин этого Демиурга, приказываю проявиться. Вот. А сейчас эти слои уже как бы завершились, и в центре считывается Сатанаил, противник. Мгм. Так, ясно. Приказываю Сатанаилу отвечать, что он делает в пространстве Артема. Говорит, приказываю. Так, что он, по какому праву он приказывает, я ему приказываю отвечать. Он говорит по праву демиурга. И он сказал, что приказывает отключиться от света. И вот Мгм. это я снова увидела ту картинку, как в начале, что он как будто в внутреннем нижнем пространстве, как под землей. И снова я туда смотрю и слышу отключиться от света. Мгм. Так, связано с этим приказом есть у Артема контракт с этим Сатанаилом или Демиургом? Есть, я снова увидела в секторе миссии Артема. И вот этот ребенок с этими кнопками. Мгм. А он стоит, а это перед ним как будто бы огромный экран. И вот эти кнопки. Так, там появляется сейчас, да, есть контракт, книга есть. Мгм. Так, что это? Слышу демиург, захватчик, Мгм. захватчик миров. А, Потом отшельник. И вот этот персонаж в этих гетрах Мгм. волосатых, вот так как стрелочкой как-то его смело в сектора магии, и тоже туда он очутился там. Я вижу у него подключки. Сейчас я говорю ему, чтобы он просканировал все его тело и обнаружил все импланты, чипы, подключки. И у него огромная подключка к сексуальной чакре. Имплант стоит на сексуальной чакре,
импланты по позвоночнику в виде вот этих пластин, импланты в глазах, считывается Мгм. гипноз любви, и там проявляется, это было сделано вот этой девушкой, вот она копала эти, сама же жертвячка и приносила в жертву, магичила. Так, Мгм. Так, хорошо. Нашел он эти подключки? да, он нашел. Сейчас надо посмотреть, когда впервые они появились в его. Мгм. Давай посмотрим первое событие, когда любая из этих подключек впервые появилась у него в пространстве. Что на физическом плане происходило в этот момент? Снова вижу ребенка Мгм. внутриутробно. Он сосет свой большой пальчик. Пальчик у него черный, то есть уже воздействие. И сейчас я вижу женщину, э, беременную, а ее живот вот как будто бы искусственный, как будто бы он ей не принадлежит. С одной стороны, она беременная, с другой стороны, я вижу, она в такую кроваточку ребенка переносит. Мгм. Так, этой беременной женщине я приказываю проявиться согласно ее физическим ДНК. Я слышу много матерей. Первая проявилась Лидия. Я вижу ту ситуацию, когда она бросила ребенка вот так на кровать. Мгм. А потом вот так вот много Так. матерей. Вот так оно звучит. Много матерей. И они все находятся, ну, любая мать по отношению к ребенку в этой системе вещей, ну, находится в секторе магии. Это понятно. Мгм. Вот. А когда самый первый раз, и я вижу, как дублируется вот так раз 20, а потом Мгм. есть черный, Так, вот это черный палец, ты говорила, Виктория, да? Он не сосет. палец. Я вот, да, 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 первый раз, когда это случилось, Мгм. я вижу а, какая-то женщина, то ли Анна, то ли вот так как-то ее зовут. Выглядит как средневековая одежда на ней, и у нее живот как будто бы, то есть ребенок под влиянием этих программ. Мгм. Так, что это за энергия у него в пальце? Кому она принадлежит? Это черная энергия, я приказываю проявиться. Хозяин этой энергии. Появляется огромный спрут, считывается матрица бытия, Мгм. и слышу такой топот, как огромный, э, огромная комната, как будто бы металлическая, совершенно пустая. Мгм. И я вижу, из сектора интерферентов идет вот этот демиург идет Мгм. ну, как какой-то то ли он урод считывается, он идет, а там такой стол, а за этим столом Артем сидит, но он сидит вот как ангел, весь светится, белый, и у него крылья огромные. Он сидит вот с крыльями, сидит за таким длинным столом. Мгм. Сейчас я подойду к нему, посмотрю. Что-то он Посмотри. размышляет. И я вижу,
что он находится, его одна часть в этом пространстве, а другая часть, вот где высшее я. Угу. И там, где высшее я, там идет вот все так как-то, Мелькает. да, оно собирается, разбирается, то есть он размышляет, я вижу, как он проектирует. И это все сразу у него как выстраивается, перестраивается, то есть он так подумает, оно раз перестроилось вот так. Он туда вот направил мысль, и все пространство так перестроилось уже сюда. Очень интересно, да. Что он планирует будущие события? Сейчас не подсказывать. Сейчас я Посмотри, его Виктория. спрошу. Спроси, что он делает. Он говорит, что он готовит почву для, говорит, какого-то ревностного служения. Угу. Кому? Он показывает, вот, говорит, Демиургу. Угу. С какой целью он это готовит почву? Я спрашиваю его, зачем ему это нужно? Угу. И он показывает вот такую картину, говорит, упал. Я вижу, как огромный ангел черный вот так, ух, приземлился на руки и ноги, обернулся и смотрит. И когда я смотрю, то я слышу Демиург, то есть на этого Сатанаила смотрю. Угу. И он вот так приземлился. Сначала это было вот так недалеко. И я вижу, у него голова вот так назад, и он смотрит как бы на свет первоисточника. А его это пространство, эта площадка, где он приземлился, удаляется, удаляется, удаляется. Угу. И он говорит, что он его позвал за собой. Говорит, увлек. И он говорит, что мы строили разноплановые миры. И он показывает, как эти миры он строил. Только уже он стоял не вот там, а вот здесь. И у него ничего не получалось. Он говорит, что у него был образец. Вот я вижу образец, и все, что он строил, оно не, не соответствовало этому образцу. Он говорит, оно все время разрушалось. И он говорит, что пространство какое-то ква, квази, квазимонда, квази. То есть оно буквально как будто бы квакало, то есть сейчас. Оно как бы ложное было, фальшивое. Виртуальное. Что-то такое. Угу. Так, фальшивые. Так. Угу. И Артем что? Видя это. Что-то он Я вижу, сделал? что он вот так оборачивается уже к этому демиургу и рукой вот так отвернулся, но у него вот эта рука такая тут черная. И он пошел по ступенькам вверх. И он дошел до какого-то уровня, а там черная стена. Угу. Так. Что потом? Он говорит, я потерял сознание.
Мгм. Он говорит, что он потерял сознание, и идет отсылка к этой ситуации, где а, Лидия, как будто бы она потеряла сознание. Мгм. Это подсказка этих программ. Ага. Да. Так. А вот эта стена, что это за стена, в которую он оперся? Это считывается как демиург. И я вижу, он сел, он вот дошел до этой стены, и он как бы растерялся, и дальше он вот так сел на верхнюю ступеньку, и его спина, вот это то, что я видела, вот с этой спиной, с этими платформами на спине, потому что дальше оно уже вот в сектор магии, то есть связало эту верхнюю ступеньку. Мгм. И снова он показывает вот в секторе миссии на часы. Так, если, ничего я не пойму, а что было на... Вот снова вижу эту картину, когда эти шаги, и он сидит, подписывает контракт. И снова говорит, что у него ничего не получилось, потерял сознание, и подписывает он этот контракт. Давай посмотрим этот контракт. Второй стороне контракта я приказываю проявиться. Проявляется, я и слышу, вот этот Да. демиург. Мгм. Так, давай посмотрим, что в контракте, какие условия. Ам, Я вижу, что из этой, как огромный альбом такой, Мгм. демиург вот так достает оттуда какие-то 4 столбика. Эти 4 столбика похожи как будто бы ноги от колен, искусственные такие, вот так ножка и так ступня. И он вот Мгм. так поставил. Ам, Говорит 4 колена, какие-то 4 колена. Давай посмотрим, Виктория, что это за колени. Так. Считывается, я слышу, поколение в рабстве. Мгм. Так, он согласился на рабство. Так получается. Да, точно. Я вижу, что это связано с этой женщиной, которая была беременна. Мгм. Это вот так. То есть это одно из воплощений, одно из колен, да? Так. Когда ты спросил, то вот так поднялось это первое. Мгм. Но оно как-то не как поколение, а как-то по-другому. Сейчас я подразумевается. Смотри, Виктория, что подразумевается. Оно вот так как-то, как смыть водой. А, Мгм. как цивилизации, то есть какие-то уровни, вообще 4 уровня а, Так, бытия, это сознания. как-то с катаклизмами связано, Виктория? Да, Смывание воды. да, оно как-то вот так связано, и я слышу понижение сознания. Мгм. Связано с 4 катаклизмами, получается. Мгм. Так, и Ну, да. спроси у Артема, как он связан с этими катаклизмами, какую он играл в них роль. Он показывает, как он а, отдает свои глаза, свои уши, вот там в секторе миссии, Мгм. свои ступни, вот с ног снимает вот так, как ступни свои.
свою Мгм. руку правую и свой живот. Изнутри вот так все вынимается. Мгм. В каждом этом событии он терял часть него. Нет, не выдумывай. Так. Если хочешь что-то Как спросить, просто когда он спроси, что это значит, например, да? Потому что ты меня запутываешь, когда ты говоришь свои мысли. Мгм. Я потом, знаешь, что делаю? Я сразу от этого переключаюсь на тебя. Понял. То есть ты меня как бы Так, уводишь в хорошо. сторону. Хорошо, Виктория. Это мои домыслы, которые уводят тебя, я понял. Так, хорошо. Спроси у Артема, как вот это, то, что он потерял часть своей души, как оно в контракте описано? Вот, я вижу вот эти ноги до колен, Мгм. искусственные черные. Я слышу 4 колена. А, Я вот связано ли это из Библии с истуканом, который поделен на 4 части, там каменный, медный, какие-то части? Есть ли Да, это связь? связано. Это связано с 4 какими-то цивилизациями. Мне это сразу было пришло, ну так, издалека, мельком. Да, Мгм. это с этим связано. Так. Мгм. Хорошо, в секторе миссии давай посмотрим, как это в контракте связано, как он, на что он согласился. Мгм. Я слышу, что перерождаться а, в разных цивилизационных условиях. Мгм. Так. Хорошо, И Виктория. вижу вот эти как бы металл, медь, потом, Железо, что-то там, да? ну, железо. Ну, металл это и есть Мгм. железо, нет? Да, там разные металлы. Мгм. Да. И как дерево такое что-то, Дерево. как дерево Мгм. такое, вот так трухлявое дерево, как будто бы там уже оно вот такое полено такое, вот. А он сидит Так. вот как ангел. Мгм. И Так. сейчас я хочу посмотреть, что происходило на более плотном. А, Посмотри, Виктория, что было на в плотном пространстве. я вижу, как подлетел огромный корабль, как у него спереди вот так как огромный круг. Очень большой корабль. Мгм. Вот такой круг и очень много таких иллюминаторов. Он так быстро-быстро и остановился Мгм. перед таким каким-то порталом. Там светился портал и проверка документов. И Так. я вижу, как обмен идет информационный как-то на телепатическом уровне. И я вижу, как тот, который там стоял у этих ворот, он зашел внутрь этого, а корабль какой-то, я слышу, управляется мыслью. То есть это как какой-то Живой, да? объект живой, да. Мгм. И этот зашел внутрь этого корабля, как таможня. Мгм. Так. Что между ними происходит? Потом я слышу, он говорит: "Ты не можешь уйти". Уйти или
или выйти, Мгм. нет, уйти. Почему-то это внутрь идет, он хочет туда зайти, а этот говорит, ты не можешь уйти. Не можешь уйти. Это Виктория как ступеньки, он поднимался вверх, Да, потом да, 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 преграждала да, стена, да, да? вот. Мгм. Говорит, не можешь уйти. Так. И показывает ему вот эти штуки 4. Что он показывает? Ну, вот эти ноги, Мгм. колено. И берет вот эту первую и говорит о миссии восполнения награбленного. Он ему что-то как бы делает проверку. И я вижу, как Артем ему как бы все показывает. Мгм. А буквально считывается, что этот досмотрщик, демиург, он его расчленяет. И образуются вот эти импланты. Он ему как бы говорит, что он унес что-то. Он ему еще говорит, отработать нужно еще как бы 3 цивилизационные проекты. Мгм. Понятно теперь. Теперь все понятно. Теперь я вижу, что он как бы отрабатывает у этого демиурга, у антимира отрабатывает вот эти какие-то сзади, вот эти платформы, это как мешки, типа он что-то там типа награбил у антимира. Так, а что он награбил у Антимира? Что это такое? Спросил Артема. За что зацепился этот демиург? Я вижу, что когда Артем был творцом в нижнем пространстве, он что-то творил, и образовывались вот эти черные штуки, как шайбы. Угу. Считываются магниты, магнетизм. Ага. Он что, магниты натворил в этой матрице? Спроси у него, что он делал в этой матрице, что он сотворил. Сейчас я посмотрю. Угу. Я вижу, как эти магниты у него со спины уходят и вот так выстраиваются между сектором магии и сектором интерферентов. Вот на одной полосочке вот такие эти магниты. Угу. Но я смотрю и слышу магнетизм, Угу. магнетизм. Так, давай посмотрим на один из них, что за свойства у этого магнетизма. Вот он вынимает вот этот самый, который у него вот здесь находится, Угу. в основании черепа. Но я слышу связывать. Угу. Вот колдовство, так и звучит, колдовство Угу. с магией. Так, значит, это не одно и то же. Колдовство здесь, оно считывается как действие живого человека, доброжелательное, то есть он сам желает это сделать. Угу. А магия с магией а, жизненного пространства. Понятно. И проявляется, а, когда вот вижу на примере этой девушки, да, Угу. которой она проявила действие, а, тем самым за запустила механизм магии, то есть взаимодействия магнетизма. И я вижу, как из сектора интерферентов
притягивается дубликат, что интересно, из сектора интерферентов. Мгм. То есть эфирная ДНК, вот это зеркальце, образно говоря, притягивается. Это связано с шумерской цивилизацией и с шумерами. Мгм. Так, а что Вот. притянулось? Что это Эм, такое? Считывается, грехи притянулись. Так. Разорванные связи с первоисточником и с пространством Мгм. гармонии. То есть Так, а вот это грехи, это чьи грехи притянулись? Артём показывает на себя, говорит, мои, и показывает, что это его творческий этот, когда он творил в каком-то пространстве. Вот снова Мгм. я вижу, как двойное. Вот там он в секторе миссии творит, и все чистое, вот так светящееся, раз-раз перестраивается. А Мгм. то же самое происходит только внизу, в секторе интерферентов. Но там по-другому. Там по-другому. У него вот здесь считывается ясновидение, где третий глаз, там вот это свечение, и оно вот так светится и связано с первоисточником. И когда он вот это выстраивает, эти какие-то планирует, Мгм. так вот оно что, планирует, то есть мысли, планирование — это и есть процесс творения, то он видит, что это не соответствует его первичному Замысла? замыслу, но он не может это пробить, потому что там есть этот контракт Мгм. о соединении, контракта соблюдении. Так, это более ранний контракт, да, Виктория? Да, да. Но оно же Давай. как колесо все вот так Мгм. крутится. Давай посмотрим этот более ранний контракт, Виктория. Так, Так. я вижу, он находится в секторе миссии, вот так встряхивает, вытащил. Мгм. Слышу Люцифер. И он как ангел свою правую ногу просовывает в это черное пространство и левую руку, ой, это правая рука, и правую руку вот так, и она ему как бы отрывается. Так, а Мгм. зачем он туда идет? Да, что это за контракт? Он говорит, хочу проверить, Так, хочет что? проверить, как это там все работает. Мгм. Он говорит, что он должен принести. А, вот эти Он вот так как... 4. Нет, Что не принести? выдумывай. Я вижу, что он несет как будто огонь, ну, Мгм. такое свечение несет из сектора интерферентов в сектор а, будущего и в сектор первоисточника. Он говорит, жизненный опыт, Мгм. опыт противостояния. Ну, понятно теперь. И снова слышу магнетизм. Мгм. Раскрыть тайну магнетизма. Там его Понятно. энергия есть. Вот в секторе интерферентов. Мгм. Давай посмотрим этот контракт с Люцифером, Так, самый когда, первый. когда он решил проверить, как это работает. На что они с Люцифером договорились? Давай посмотрим этот момент. Так, я все по порядку. Я смотрю, как он Мгм. оглядывается на первоисточник, а там их много, таких ангелов.
А, и он просто как из пропасти летит вниз с таким задором, с такой радостью. Вот, летит вниз. И я Мгм. вижу, как он буквально как разбивается об это черное пространство. И снова он как бы теряет свои части, ногу, руку, и снова то же самое, то есть корабль, и Мгм. заходит туда этот, но уже по-другому, он вот так ударился, и заходит этот демиург, Мгм. огромный такой, там он поменьше был, сейчас огромный, и он что-то переписывает, а этот просит разрешения войти в пространство демиурга. И я вижу, там портал открывается, который затягивает вот так, как свет Мгм. затягивает. Так, хорошо. На каких условиях было разрешено Артему проникнуть в пространство Демиурга? Какие Я условия слышу в контракте? отстрочить возвращение. Мгм. И отдельно он берет вот эти ноги у него, как бы как 4 измерения, что ли, руки, ноги. Ну, главное, он как-то берет руку, а образуется нога. Он живот берет, а образуется нога. Он глаза вот с головы берет, образуется тоже нога. Теперь мне понятно, откуда эти ноги взялись. Он взял, этот демиург взял энергию от него, чтобы, вот, чтобы создать цивилизации. Мгм. Понятно. Вот откуда ноги растут. Вот почему говорят, ноги растут. А я всегда думала, как это ноги могут расти. Понятно, откуда они растут, с какого места. Да, теперь понятно, что из разных мест. Так, хорошо. Так, этот контракт, значит, он соглашается отдать эти свои части, чтобы потом получить этот опыт. Он Так. становится, как я слышу, основа этих матрицы угрюмости, печали, в которые были помещены все цивилизации. Мгм. А, вот. Предлог был у них просветление, считывая просвещение. То есть под предлогом и под целью просвещения на самом деле погружалось все в тьму Мгм. и в эти угрюмые пространства. А части его души как раз и стали его сознание, потому что это я так вижу руки, ноги, а у духовной личности там нет рук, ног, ни Мгм. крыльев, ничего такого нет. Ясно, понятно, почему я вчера эти угрюмости уничтожил. Но чтобы Так, быть готовым сегодня уничтожить. мгм. Отлично. Хорошо, Виктория. Так, это значит на его энергиях построена эта матрица угрюмости, печали, эти, так скажем, цивилизации. 4 цивилизации, да. Мгм. Так, хорошо. Какой его скрытый смысл у Артема был в этом контракте? Он снова показывает это свечение, которое он несет. Мгм. Он называет это просветление. А почему просветление? А, Просветление это значит определить, то есть понять. Я вижу, как черные энергии влево, светлые вправо. То Мгм. есть это просветление. Ну, правильно, светлое просветлиться не может, только темное может просветлиться.
Так, хорошо. Теперь давай посмотрим скрытый смысл с темной стороны. Ну, я вижу, как он берет у него эти части, основание эгрегоров Мгм. или матрицы по-другому. Эгрегоры — это энергетические сооружения для отбора энергии, для аккумуляции энергии, но я вижу, что они сами по себе не работают, они работают только на энергиях чистых, то есть божественных душ. Мгм. Украсть они не могут по законам Вселенной, отобрать не могут, только им нужно согласие или контракты по-другому. Мгм. Так, хорошо. Видит Артем этот контракт, план его. Да, он говорит, я вижу. Вот я вижу М. его эфирное тело с этими имплантами. Он говорит, я вижу. Мгм. Хорошо, если хочет, пусть он расторгнет этот контракт, сделает так, как он запланировал, и покажет тебе. Он говорит, я напился досыта. Мгм. И я вижу, он там, где он сидит и подписывает этот контракт, он берет и вот эту верхнюю часть черную с этих ног якобы снимает, а там внутри находится, я слышу, механизм взаимодействия с магами, то есть с действием, с магическими. Мгм. И я вижу этот механизм, который притягивает эти контракты, то есть маги притягиваются на контракты человеческие с антимиром или на их согласие, Согласен. Мгм. на их согласие продавиться под условиями антимира. Вот. И таким образом становятся уязвимыми для магии. Мгм. Понятно. Вот это механизмы. Мгм. Да. Мгм. Так. Что он хочет с этим сделать? Ну, я вижу, он это описывает. Он это Мгм. описывает, снимает Мгм. там такие, я вижу, снял эту черную, там эти механизмы. Он снимает, а внутри вот это трехмерное пространство, а внутри как раз находится эта светлая часть души, и она является ключом. Я вижу, он берет вот это соглашение, свою душу в том моменте и открывает вот ту дверь, которую он не мог открыть. И я вижу, как эти ситуации. Ты тут? Подобралась хорошо. Так, все, я Продолжаем. подключаюсь. Мгм. Надо же на этом, на контракте. Мгм. Хорошо. Короче, да, я снова тут. Мгм. Не вышло как раз хорошо. И я вижу, что он открывает это пространство, которое он не мог. И вдруг вижу эти два события на этих кораблях, где этот говорил на эти мешки якобы намекал, да, на Мгм. сворованное добро. И я вижу, как он сбрасывает с себя вот так, сбросил, как какой-то панцирь с этими мешками. Из головы сходит этот имплант с этими шарами, и он светится, как ангел, поднимается вверх, и ноги свои выходит с этого как будто с Мгм. такой формы.
Да, хорошо. Я ему говорю, чтобы он расторг все контракты во всех цивилизациях, чтобы он забрал всю его энергию. Я вижу, как он забирает этот энергетический слепок с антимира. Я ему передаю, чтобы он вернул только то, что принадлежит ему. И Мгм. я Через вижу эту, фильтр. Мгм. да, эту женщину, которой как будто ребенка отобрали. То есть она как бы и беременная, но ребенок уже как бы не ее. Эта Так. программа тоже уходит. Мгм. И я вижу, как Лидия с этого момента, когда она бросила ребенка, она нежно его берет. Вот так. И эта женщина в этом платье с этой штучкой странной тоже с этой кроватки ребенка берет, и они переносятся. И он забирает все эти штук 20 этих матерей. Я ему Мгм. передаю, чтобы он очистил все его сознание и подсознание от всех блокировок, от всех программ, установок, родовых программ чужеродных и вернулся в пространство света, гармонии, процветания. И чтобы он отсоединял. Вот уходят эти импланты, чтобы он приказывал интерферентам убирать все импланты. Я вижу, он встает и кулаком как стукнет по этому столу. Мгм. И я вижу, когда он стукнул этим кулаком, то вот эти ноги, которые там стояли вот так в рядочек, они как-то протянулись ему вот так здесь в руку. Мгм. И вышли уже, и он вот так выдавил, черное отдавил, а светлое забрал. И я вижу, как ему возвращается вот, рука, нога, живот. Глаза. И он выплевывает вот так такой шар черный с него. Я ему передаю, чтобы он расторг все контракты. Ну, он так там, как будто с мечом Мгм. разрушает, чтобы он разрушил все те миры, все те эгрегоры, которые он э, по своему знанию или незнанию нас сотворял, и заберет всю его энергию и разрушит магнетизм, Мгм. и запрещает считывание и притягивание чистых божественных душ, их слепков энергетических, на призывы магов, колдунов. И Да, пусть я эти вижу, все. он вот так делает. У него Мгм. такой кулак большой, и он вот так это все шемякает, и это все вот так, как труха, сыпется. И он вот так встал руками на этот стол, и я вижу, Мгм. что он буквально вот так, как вырастает. Растает и поднимается вверх, вверх, вверх. Мгм. Хорошо. Пусть он. И как еще Да. уходят вот эти штуки, они как клипсы. Так, Мгм. знаешь, Импланточки такие. да, Да. чтобы он это все выталкивал с его пространства, убирал все чипы, импланты Мгм. и приказывал всем этим интерферентам со всех измерений, со всех времен убирать все их воздействия, все подключки. И Воздействие. поднимался вверх, да, Мгм. и отправлял все эти энергии на уничтожение, Да, реализацию. уничтожает все чужеродное, и пусть каждому интерференту, магу отдает карму за все воздействия магов, интерферентов. Пусть каждому воздаст заслуженно. Сейчас я вижу его высшее я стоит, а его энергосфера как будто бы вот так вышла за пределы вот этих ступенек, и вот Мгм. так плюх, и он принес, то есть обессиленный, полностью обессиленный, но принес вот этот, считывается жар исцеления. Жар. Оно белое, а считывается как будто бы такой, знаешь,
уголечки, которые только и они загорятся. Мгм. Хорошо, пусть он восстанавливается, наполняется энергией, восстанавливает все свои структуры согласно его божественной, эфирной, совершенной ДНК. Пусть он сделает это. Да, я ему передаю желание его матери, которая очищена и представляет собой желание материи жизни, нашей материи, ткани жизни нашей, Мгм. ее заботу, ее любовь, гармонию. И первотворец, который как самый лучший отец в мире защищает. И я ему передаю, что он может отказаться принимать родовые программы от его родителей телесных, от его отца, и Мгм. принять Только чистые его эталонные эфирные ДНК и физические, только чистое, согласно его эталону, божественной его сущности. Чужеродное пусть отсекает, не принимает и уничтожает. Восстанавливает во всех своих структурах только его эталонные ДНК, структуры. да, я ему Механизм. передаю, чтобы он восстановил энергии радости, гармонии на всех уровнях сознания и в физическом теле избавился от всех вот этих подключек, блоков энергетических, рассчитывается страстей. Ну да, все эти блоки возникают во время каких-то потрясений, страстей, чтобы он избавлялся и приказывал всем магическим программам убираться прочь. Вот я вижу, он возвращает свое эфирное ДНК, и я говорю, Отлично. чтобы он очистил от всех чужеродных энергий. Вижу мать, которую капает кровь. Я ему передаю, что эта кровь уже давным-давно ассимилировала, и Лидия отказалась принимать в ее пространство, значит, в его пространство чужеродные гены, чужую кровь. Мгм. Вот я вижу, она вытаскивает эту иглу, капельницу, отправляет эту красную кровь в портал на утилизацию. Он взлетает. О, помирился с мамой. Лидия вышла уже из сектора магии. Она находится в секторе миссии, и они как обнялись. Мгм. Это как примирение поколений. Отлично. Хорошо. Да. Пусть Артем поднимается максимально вверх, наполняется энергией жизни, гармонии, света, истины, любви, мужества. Я вижу, он поднимается, идет, и как книжку сидящую читает. Я ему еще передаю много информации об устройстве нашей священной вселенной, о любви первоисточника, первотворца, всей вселенной, о любви его мамы и папы к нему, потому что мы в глубине души светлые, чистые, божественные души, и у нас есть эта искра любви, гармонии и процветания. Мгм. Но сейчас его энергосфера правильной формы. Хорошо.